Доброе утро, мы выспались, сауна нас, наверное, спасла немного. Сегодня второй и самый главный день нашего путешествия. Будем подниматься вот туда, в горы. Сейчас надо включить маршрут. Так, вот у меня сохранен день второй. Нажимаем «Выбрать». Сейчас он подгрузит маршрут и покажет, куда нам ехать. Ты готова? Я готова. Я намазалась защитой от солнца. Я поела хорошо. Поэтому сейчас надо еще купить воды и выдвигаемся. Ну что ж, мы у начала подъема на Драгобрат, на том самом месте, где в прошлом году с ребятами закончили спуск и закончили наше путешествие. Ну а дальше нас ждет вверх, вверх и вверх. Добрий день!
Давай, иди к своим друзьям. Иди давай. Ходи до друзів. Давай. Ну. Палаточку поставили, все удачно. Тучи очень низко. Красота неописуемая. Но надо сходить куда-то наверх, потому что связи тут нет нифига. И сообщить всем, что мы как бы в безопасности и все окей. Когда ездите в такие походы, это очень важно, для того, чтобы, если вдруг что, люди знали, где вас искать. Солнце в горах садится очень быстро. Поэтому мне нужно буквально за минут 15 успеть долезть туда наверх, постараться поймать связь и успеть до темноты спуститься вон туда, к палатке. Но если я вдруг не успею, свет у меня уже наконец-то есть, так что выживу. Фу, тяжко. А еще тут тучи настолько близко. Капец. Я почти добрался на гору. Связи пока еще нет. Палатку уже почти не видно. Солнце практически село. Смотрите, как красиво. Фу, честно говоря, задолбался идти. Там уже темень полная. А тут еще светло. Кстати, вот еще что. Многие из вас спрашивали, насколько удобно в велопоходах
кататься именно в контактной обуви. Ребят, скажу так, тут горы, грунт, камни, не пойми что, жесткий уклон. Я иду в тапках Горно с контактами. Вообще никаких проблем, абсолютный комфорт. Они классно держат грунт, я не качусь вниз. Что я могу сказать? Катать в контактных педалях и с контактной обувью даже в таких условиях очень удобно. Поэтому смысла ездить на топталках для того, чтобы было удобно ходить, ну такое, ребята, камон. Обнаружил у этой фары есть очень крутая функция, это мигающий красный свет. Я все думал, где он мне может вообще в принципе пригодиться, кроме как вешать как дублирующий задний свет на подседельную сумку. И вот, собственно, идея пришла, пока я спускался с горы. Связи здесь нет. Настя меня ждет там далеко в палатке. Темнеет. И она меня может не заметить, начать волноваться, куда-то выйдет посмотреть, где я нахожусь и все ли со мной в порядке. Да, я в желтом, меня в принципе видно быть должно. Но мигающий красный свет она заметит намного раньше, чем просто яркую желтую куртку. Поэтому, да, вещь оказалась достаточно полезной. Что касается бомб-трека, то вел мне прям супер понравился. Он круто выглядит, он классно катит. У него средний размер получается покрышек между 3 дюймами и вот такими 40-миллиметровыми, как на сальсе. Соответственно, получается, что и по асфальту он идет классно, и по вот таким местам выезжает. Конечно, трясет его больше, чем ECR, но едет он прям очень приятно. Не хватает только передаточного числа 1 на 11 с 32-42 на асфальте норм, но не здесь, ребята, тут прям совсем жопа, тут только на ECR можно выезжать. Вот реально, только Сюрли здесь может проехать. Друзья, как говорится, доброе спортивное утро. Почти утро уже на самом деле, почти 12 часов. Мы встали во сколько? Где-то в 7:30. Я очень плохо спала всю ночь, замерзала. Позавтракали, собрались очень неспешно и пошли на разведку к водопадику. На водопаде, конечно, очень красиво, но дойти туда тоже то еще испытание, потому что везде, где вот трава, кажется, на самом деле там такое полуболото. Я не знаю, откуда такое количество воды на склонах горы, при том, что уже 3 дня как солнце и дождей нет. Вот, ну, в общем, я опять промочил ногу дважды, одну и вторую 1 раз. Я просто грязная и все. Все в грязи, но, блин, довольные, потому что не сходить туда поближе, не посмотреть было бы, конечно, очень обидно. Мы бы потом
об этом сильно жалели. Да, поэтому мы потратили, конечно, те силы, которые бы нам пригодились на вот этот подъем и ближайшую дорогу. Вот, и сейчас сил у нас значительно меньше, но это того стоило. Кстати, с погодой нам действительно очень повезло. Вы видите, что вообще ясное небо, очень солнечно, тепло. И хотя по прогнозу были грозы все время, но на самом деле погода действительно нас радует. Вот. Остается, чтобы так было еще и завтра. Ну а сейчас нам предстоит дорога вот туда, в сторону горы Стих, там, где находится курорт Драгобрат. И там мы надеемся найти бусик, который нас спустит вниз, потому что сил у нас, к сожалению, уже все. Да, сил вообще нет, это реально кроссфит. То есть это не велотуризм, это реально кроссфит. Ну, я лично очень устала. Я не знаю, может быть, если бы ОЗ один ехал или с ребятами, может быть, они бы здесь и как-то еще выехали. Но у меня уже все, увы. Трек на маршрут я оставлю в описании к видосу. И сразу... никогда сюда не едьте. Я сразу говорю, что я его обозначу как уровень эксперт, потому что по вот этому ехать, ну так, визуально кажется вроде как легко, но на самом деле очень сложно. Нифига не легко. Особенно, когда у тебя уже силы на исходе, и тебе надо, ну даже если это спуск, например, тут достаточно большие камни, валуны, ручейки, и тебе надо маневрировать, да, и контролировать руль и все свои движения, а в руках уже тоже просто сил нет. И сложно даже уже на спусках. И опасность еще в том, что вот эти камушки, они коварные. Некоторые из них плотно лежат в грунте и работают как брусчатка, а некоторые из них просто выскальзывают из-под колес, а с некоторых колесо соскакивает в бок. Ну и как бы в этот момент важно не потерять управление, когда сил нет, действительно сложновато. Когда там такие коли и водичка, и просто не хочется ляпнуться в грязь тоже. Ну что ж, будем продолжать наш путь. Где-то 7 километров нам отсюда, да? Да, нам осталось около 7 километров до горы Стих. И потом, надеюсь, на бусике все-таки спустимся, потому что вниз будет еще 10 км в противном случае. И их нужно будет аккуратно вниз спускать, потому что сил немного. Погнали! В общем, после нашей вчерашней ночевки на природе и всех этих мучений на оффроудах, мы решили, что нам нужен день отдыха в гостинице. Но в Ясенях свободных мест в нормальных гостиницах не оказалось, поэтому нам пришлось ехать в Яблуницу. И сейчас мы поднимаем Яблуницкий перевал. Уже 872 метра, а он на высоте 930 с чем-то. И нам, соответственно, осталось чуть менее 100 метров. А дальше долгожданный отдых. Вообще мы планировали провести 2 дня в горах, но так как реалии горные оказались труднее, чем мы того ожидали, то есть как, я ожидал, но память меня моя подвела. Остались в памяти только хорошие моменты с прошлого года. А то, какие там разваленные дороги, я что-то немного не учел. Вот, поэтому у нас выпал целый свободный день. И мы сегодня доедем до отеля и придумаем, куда мы поедем или чем займемся. Может быть, какое-то еще интересное место
посетим на обратной дороге в Ивано-Франковск, откуда у нас поезд на Киев. Доехали мы где-то полкилометра, может быть чуть-чуть больше, и в итоге настигли вот такую картину. Дорогу смыло к чертям собачьим туда вниз куда-то по реке. Мост развалило, только половина осталась. Собственно, пешком пройти было бы можно, но мы с велосипедами, и тут их оставлять как бы не очень хочется. Хоть и людей тут, собственно, сейчас нет. Поэтому дальше мы все-таки не рискнем идти и поедем уже в Микуличин. Друзья, наше карпатское приключение подошло к концу. Сейчас мы находимся в Ивано-Франковске, пройдя 300 километров пути, 3000 метров набора высоты, кучу различных препятствий в виде перевалов. Например, тот же Яблуницкий перевал мы преодолели 2 раза. Крутые карпатские дороги с камнями, глиной и огромными подъемами. Все это цена того, чтобы увидеть самые лучшие места на нашей планете, без туристов, и уединиться с природой и вдохновиться на новые приключения. Маршрут, конечно, получился серьезный, мужской, но Настя его достойно преодолела и получила целую кучу эмоций, точно так же, как и я. Не знаю, подпишется ли она еще раз на подобные приключения, но
На велике нет. Пешком, да. На велике нет. Так что, друзья, вдохновляйтесь, путешествуйте на велосипедах. Путешествуйте по Украине. У нас есть много классных и интересных мест. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Всем пока. Пока!